Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина. Разбирая шкафы, обнаружила вот такую вуаль. Вуаль небольшие отрезки ткани, вот примерно 20 сантиметров. И я решила шить декоративную подушку. Но она у меня будет в простом варианте, справится даже новичок. У меня здесь 20 сантиметров, я делю пополам, чтобы было 10 сантиметров. По кромке делаю на сечку, надрезик. И просто вот так беру и разрываю. Она у вас будет рваться ровно. Резать ничего не надо. Паркерная ткань, тюль у нас по высоте большая. 2,83 метра. И этих моих 2,80 хватит на несколько рядов. Для начала работы сделайте штучек 7-10 вот таких полос. Много нам не надо. Я буду использовать, постараюсь использовать все вот эти цвета. Вот розовый. Видите, они небольшие. И что они будут лежать? А мы сделаем красивую подушку. Подготовила я полосы. На середину нам много ткани не надо. У меня будет одна полоска, потом 2, 2, 2 или 2, 3, 4. Все в зависимости от круга. Я буду делать с тканью. Рюши будут у меня располагаться на ткани. Но, конечно, желательно брать не просвечивающуюся ткань. Она у меня просвечивается. Швы будет видно. Я нарезаю полоски 3 сантиметра. И к этим полоскам буду пришивать рюши. Но прежде я их соединю вместе между собой по цветам. И они у меня, ну, как лягут, так лягут. Вот так прошью, потому что будет вот так подворот. И будет все пришиваться, чтобы у нас была длинная-длинная полоска. В этой работе я решила собрать все вот такие небольшие обрезки ткани, которые, в принципе-то, особо они не нужны в деле нам последующий. Полосы сделала 4 сантиметра. 3 прикинула, где-то сантиметр уйдет в шов, и 2 сантиметра все-таки будет маловато. Сделала 4. Теперь нам понадобится круг. Круг или овал. Я взяла ткань. Обыкновенная, можно ситец, вязь взять, ненужную ткань. Сложила в 4 сложения. Сложила пополам и еще пополам. И теперь вот от этого угла мы с вами замеряем, сколько. Если подушка, допустим, 25 сантиметров, точнее 50, делим пополам, будет 25, плюс припуски на швы. Еще подровняете, но прибавляете примерно 3 сантиметра. И от этого угла мы с вами делаем круг. Сначала делаю мелком пометки, потом свои пометки соединяю в длинную черту и отрезаю. Мел хорошо видно. И у нас получается ровный круг. Это наш центр. Мы с вами делаем пометочку обязательно, откуда мы будем начинать работу. Сделала я длинную полоску, получилась она у меня 7 метров. Использовала без зеленого цвета. Я думаю, что это уже зеленый цвет мне не пригодится. Я в описании вам все напишу, сколько у меня ушло по метражу вот этой ткани, полоски, и сколько по метражу цветов у меня ушло вот этих сборки. Сборки, видите, я делала, прям пришивала на ткань, на белую, закладывала прям под лапку. Сильно густые я не делала. Вот наше начало. И мы с вами от центра будем пришивать вот так по кругу, пропуская строчку прям вот здесь. Шов у вас будет внутри, но так как круг у нас будет это все топорщится по всей ленте, здесь почаще делаем насечки, а здесь кое-где. Но насечки делаем примерно 1 сантиметр. Вот так вы проходите. Все, и ложиться будет хорошо. Даже если где-то будет что-то сборить, у вас это будет все скрыто. Сам процесс, как я пришиваю, вам показать не смогу. Мне будет просто неудобно чисто разместить камеру. Вам самое главное начать, положить начало. И потом вы просто идете вот так по спирали, по кругу, по кругу, по кругу. И так как у нас есть ориентир, это полоска, вы далеко заходить не будете. Вы пустили строчку, где-нибудь спустили ниже, проложили еще один ряд.
Посмотрите, как интересно получается. Я почему-то думала, что они у меня будут лежать, но они у меня стоят стоя. Ну, тоже смотрится очень даже хорошо. Что мне нравится с этой полоской? Неудобно начинать, неудобно. Но зато потом она вот ложится ровно, и ваша вещь ровненькая, чистенькая. Посмотрите, прелесть. У меня сюда ушло 7 метров. И получился у меня круг 33 сантиметра. Это вам для ориентира. И теперь я сюда надшиваю. Наверное, буду повторять цвет. Рыженький у меня есть и розовенький. И уже напоследок я сделаю зеленый. Кажется, полоска 7 метров это очень много. А видите, нет, абсолютно немного. Вот мой блинчик, кругляшка готова. Посмотрите, как интересно смотрится. Что я хотела, то я получилась. Все мои рюши смотрят в центр. Вот такая получилась изнанка. Когда вы прошиваете, машинка немножечко делает сборку. Надо все время вытягивать, поправлять ткань. Если вас такой результат не устраивает, пройдитесь паром, но не утюжьте. Когда пришивала последний ряд, все вот эта вот полоска у меня вышла за пределы. Мы сейчас это все отрезаем. Обратная сторона подушки у меня будет вот из такой портьерной ткани. Берем, вот так кладем наш кругляш и обводим или вырезаем. Но вы должны учитывать, если у вас молния будет проходить вот так по краю, то выкраиваете вровень. Если ваша молния будет проходить где-нибудь в середине, то, конечно, плюс. Делаете под молнию. Вы смотрите, если ваша молния проходит здесь, и вы должны сделать себе пометку на обратной стороне и на лицевой стороне, где у вас будет проходить молния. Вы обязательно обметываете на оверлоке, прошиваете молнию, но потом складываете лицо к лицу и прошиваете оставшиеся не прошитые швы. Ну, а потом, соответственно, обметываете. Зачем мы делаем пометки под молнию? В такой технике идеального круга не будет. Вот, допустим, у меня здесь выступ 1 сантиметр, здесь 0,5 сантиметра. И этот перепад может сказаться, если вы крутанете подкладку не так, как надо, у вас она уже будет смотреться криво. Все, подкладку пришила, работа готова. Только, видите, немножечко топорщится вот здесь последний ряд. Но на этом все. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, гуляйте по плейлистам. Может быть, что-то интересное вы найдете. У меня таких наволочек на канале очень много. В плейлисте декоративные подушки. Сколько у меня ушло материала, загляните в описание. Может быть, кто-то решит сделать в такой технике. На этом все. Пока-пока.